теперь тебе придется выбрать красную или синюю. Мы живем в мире, где мы считаем, что синяя бумажка в 2 раза больше, чем красная, потому что на синей нарисовано 20, а на красной нарисовано 10. Бумажки одного цвета считаются больше, чем бумажки другого цвета. Чего нам не хватает? Бумаги или краски? Почему мы не возьмем и не раскрасим все бумажки в один цвет? Тот цвет, который бы говорил о том, что эта бумажка самая большая. Мы живем в мире, где синяя бумажка в 2 раза больше, чем красная бумажка, только потому что мы искренне верим, что это действительно так. Но на самом деле деньги – это коммуникационный протокол. Это то, что помогает людям экономически взаимодействовать. И сегодня я вам это докажу. Магазин – это самый лучший пример того, что деньги – это коммуникационный протокол. Но так как я веган, зайдем в веганский магазин. О, ботиночки по вегану, сумочки по вегану и сыр по вегану. Мой любимый веганский сыр. Hello. Thanks. Do you accept rubles? Rubbers? Russian rubles No, no, and dollars? no. Cryptocurrency? Only euro? Only euro. Лучше я расплачусь карточкой, потому что на этих бумажках я вам покажу еще очень один интересный пример. Изначально деньги появились как элемент доверия. Когда-то давным-давно приходит Андрей к Борису и говорит: Борис, пойдем со мной пахать поле. Борис говорит: с чего бы это вдруг я должен с тобой идти пахать поле? Он говорит: ну через 3 месяца зайдет пшеница, и я с тобой поделюсь пшеницей. Борис, значит, вкалывает вместе с Андреем, сажает пшеницу, проходит 3 месяца, пшеница восходит, приходит Борис к Андрею и говорит: Андрей, где моя пшеница? Он говорит: какая пшеница? Ну мы же с тобой вместе поле пахали, ты же обещал мне дать часть пшеницы. Не помню такого. Чтобы такого не происходило, в следующий раз Борис берет у Андрея глиняную табличку. И на этой глиняной табличке написано: я, Андрей, обещаю Борису через 3 месяца вернуть пшеницу за то, что он пахал вместе со мной поле. Изначально деньги были элементом доверия. Или представьте себе такую ситуацию. Живете вы в какой-то деревне, у вас есть там амбар, за этим амбаром следит человек, который единственно умеет считать на всю деревню. Вы пошли в лес, наловили 10 зайцев, приносите эти 10 зайцев в амбар, сдаете их, и вам выдают табличку. С одной стороны нарисован заяц, с другой стороны написано 10. Если вы подделаете эту глиняную табличку и напишите 100, придете и принесете ее в амбар, владелец амбара вам скажет: алло, когда это ты успел поймать 100 зайцев? Ты никогда 100 зайцев не ловил. Ты мне здесь не выдумывай. Заберет у вас табличку, сделает вам новую табличку 10 зайцев, скажет: владей. Приходит Борис к Ане и говорит: Аня, будь моей женой. Она говорит: с чего бы это вдруг? Ну, мы семью сделаем, детей заведем. А на что мы будем кормить этих детей? И тут Борис достает свои таблички. Он говорит: ну вот у меня есть 2 быка, 10 зайцев, 4 птицы непонятных. Вот на это все и будем кормить детей. Аня говорит: ну, Борис, знатный ты, я смотрю, хахаль, будем с тобой семью делать. Таким образом, деньги начинают быть коммуникационным протоколом. Люди начинают общаться друг с другом при помощи денег. И когда у одних и тех же людей установлен один и тот же коммуникационный протокол, то есть когда Аня прекрасно понимает, что глиняная табличка с изображением зайца и цифрой 10 обозначает 10 зайцев, она понимает, что у Бориса это есть. И это помогает их взаимодействию. Теперь перейдем к экономике более высокого уровня. Представьте себе несколько поселений. И значит, есть какой-то король, у него под контролем мужики с палками. И он говорит: эй, холопы, тащите мне меха да всякие ценности. Какие ценности? Ну, те, которые другие короли ценят. Вот то, что вот те вот ценят, я тоже хочу ценить. А с чего бы это вдруг? Мы должны тебе, король, тащить меха, шелка, да всякие ценности, которые другие короли ценят. Говорит: а я вам выдам за это монету. С одной стороны монеты моя морда, а с другой цифра. И что мы будем делать с этой монетой?
А это не просто так монетка. Вместо того, чтобы тащить зайцев из своего поселения в другое поселение, вы можете тащить эту монетку. И эта монетка будет доказывать то, что у вас есть зайцы в вашем поселении. А если мне не дадут хлеб за мою монетку? Ну тогда приду я с мужиками с палками, мы забьем пекаря, заберем у него весь хлеб, отдадим тебе хлеб по нашей монетке, а пекаря мы научим ценить наши монетки. Рожа короля на монетке обозначает то, что именно король отвечает за ценность этой монетки. Из чего же должна быть сделана монетка? Если монетка будет сделана из дерева, монетки будут быстро портиться. Если они будут сделаны из железа, они будут ржаветь. Выходит, что материал для монетки должен обладать одним очень важным свойством. Он не должен портиться, не должен окисляться. Грубо говоря, должен быть долговечным. Второе свойство материала, из которого сделана монетка, это ограниченность. Потому что если материал для изготовления монеток находится в неограниченном доступе, каждый может выпускать монетки. Значит, надо найти такой материал, который найти сложно. Таким образом, получилось, что золото стало идеальным материалом для монеток. Просто так его не достанешь, надо куда-то в шахту спускаться. Оно не окисляется. Золото легко поддается ковке, из него легко сделать монетку. И сколько алхимики не пытались превратить свинец в золото, у них так ничего и не вышло. Получилось, что золото ограничено, его очень сложно достать, и оно не портится. Грубо говоря, добыча золота – это первый proof of work, доказательство работы. Чтобы добыть золото, надо произвести работу. Нельзя просто так взять и создать золото из ничего. У вас есть два выбора для получения золота. Первое – спускаться куда-то в шахту, производить работу и доставать оттуда золото. Второе – пойти пахать поле и за выполненную работу получить золото. И вот люди думают, что это я буду спускаться в шахту и там конопатиться ради золота, когда я могу пойти, произвести какую-то более легкую работу и получить это же золото. В итоге ограниченное количество золота привело к тому, что оно все было распределено достаточно равномерно по разным королям. И каждый король выпускал свои золотые монетки. В какой-то момент оказалось, что вес одной золотой монетки превышает вес другой золотой монетки. И получается, что мне выгодно переплавить большую монетку в несколько маленьких. Череда переплавлений больших монеток в маленькие монетки сделала так, что вес всех монеток приблизительно стал одинаковым. Теперь на каждой территории каждый король отвечал за ценность своей монетки. И если кто-то на его территории отказывался принимать его золотые монетки, приходили мужики с палками и вбивали веру в золотые монетки в головы людей. Вера в золотые монетки и ихнюю неподдельность настолько сильно укоренилась в наших головах, что у Данте на 4-м кругу ада горят фальшивомонетчики, и черти заливают им в глотки раскаленное золото, даже Бог против подделки денег. Вся эта система с верой в золотые монетки привела к войнам за золото, люди начали гибнуть за металл, сатана там правил бал, но в один из моментов открыли Америку. Представляете, приезжают, значит, люди в Америку и смотрят, а там золото на земле валяется. И какие-то местные аборигены из него какие-то украшения делают. Европейцы смотрят и говорят: ребята, это же гигантская ценность. Они говорят: какая гигантская ценность? Эти куски металла, разваленные здесь кругом, ходи и подбирай, никому не нужно. А вот у вас вот эти вот бусы из стекла, это что-то чудесное. Они говорят: так давайте мы вам этих бус стеклянных навалим в гору, вы нам только этот металл пособирайте. Получается, что в Европе золота мало, а цена на него ого-го, а в Америке золото а цена на него просто с земли подбирай. И вот какие-то люди думают: что это я здесь буду в Европе поле пахать пол своей жизни, да за маленькое количество золота, когда сейчас я на корабль сяду, сгоняю в Америку, наберу его прямо с земли так, что яблоку негде упасть, вернусь в Европу и больше никогда не буду работать, я буду царить. Появляется первый арбитраж. Люди из Европы плывут в Америку, там золото цена на него Они его подбирают, цена на него чуть-чуть вырастает.
Следующим людям уже не так легко поднять золото с земли. Оно уже просто так не валяется, теперь его надо из речки вытаскивать. Люди возвращаются обратно, там золото было а становится ого-го. Я говорю, привез тебе 1000 золота, давай мне за него 1000 пшеницы. А мне в Европе говорят, ты знаешь, до тебя тут таких несколько было, я тебе уже 1000 пшеницы за 1000 золота не дам. Сколько дашь? 800 дам. Ну давай 800, не будешь я возвращаться обратно с этим золотом. Череда таких поездок из Европы в Америку за золотом приводит к тому, что в Европе количество золота увеличивается, а цена на него падает. И наоборот происходит в Америке. Количество золота там уменьшается, но и цена на него вырастает. В тот момент, когда цена на золото в Европе сравнивается с ценой на золото в Америке, люди из Европы уже говорят, что мне плыть в эту Америку и добывать там золото и возвращаться с ним сюда, когда это по сути дела то же самое, что я бы поработал здесь за золото, не поплыву я в эту Америку. А люди, которые остались в Америке, говорят, а что нам отсюда из Америки теперь к вам туда в Европу золото везти, когда оно у вас там же стоит столько же, сколько у нас. Мы объявляем независимость, прощай, Европа. Добыча золота в Америке является чем-то очень важным и основополагающим. Это как градообразующий завод. Все крутится вокруг добычи золота, все поселения были построены на добыче золота. И вот Америка становится ненужной и независимой Европе, но любовь к золоту никуда не пропадает. И тут появляются первые банки. Они говорят, ребята, что вы все время таскаетесь с этим золотом? Золото у вас отнимают, вы его теряете. Вы лучше принесите нам его в банк. У нас банк это здание такое. Мужики с пушками стоят, охраняют. Просто так никто ваше золото из банка не достанет. А мы вам бумажку напишем. А на этой бумажке написано, сколько у вас золота в нашем банке лежит. И вы вместо того, чтобы расплачиваться золотом, будете расплачиваться бумажкой. Этаким токеном на золото. Токены на золото начинают подделывать. И банки начинают задумываться, как бы нам сделать эти бумажки неподдельными. Так появляется доллар. Кроме того, что на него наносят всякие сложные водяные знаки и используют специальную краску и бумагу для его печати, еще создают ФБР, целый отдел мужиков с пушками, которые будут убивать всех тех, кто подделывает доллары. Между прочим, ФБР было создано специально для того, чтобы наказывать тех, кто подделывает доллары. Со временем доллар приобретает достаточно хорошую репутацию благодаря тому, что всех, кто подделывает доллары, так или иначе убивают. Банки на этом не останавливаются. Они говорят, ребята, кто-то хочет, чтобы все знали, сколько у вас золота лежит в банке. Владельцы золота говорят, конечно нет, не хотим, оставьте это в секрете. А может быть нам тогда закон выпустить, что нельзя узнавать, сколько у кого золота в банке лежит? Все говорят, отличный закон, поддерживаем. И значит сидят мужики в банке, и один другому говорит, Вася, у нас здесь в банке куча золота, а мы выпускаем бумажки по количеству золота в банке. Ну да, так и делаем. Но ведь никто не может прийти и узнать, сколько у нас золота в банке. Не может. То есть сейчас у нас есть 1 000 000 золота, и мы можем выпустить 1 000 000 бумажек. Ну да, так и есть, на 1 000 000 золота 1 000 000 бумажек. Выпускай 1 000 000 бумажек. Как так? У нас же нету 1 миллиарда золота. Выпускай быстрее. Никто не может прийти и проверить. Выпускай 1 миллиард. А потом садись с этим 1 миллиардом бумажек. Езжай туда к ним в Европу и покупай все. Все покупай за эти бумажки. И значит приезжают чуваки из Америки в Европу и говорят, смотрите, это токен на золото. Доллар называется. И что я с ним буду делать? Вы его всегда можете 1 к 1 к золоту обменять. Как так? Ну вот смотрите, вот я вам даю доллар, приходите к нам в банк, даете доллар, вам за него золото. Европейцы взяли доллар, пришли в банк, дали доллар, получили золото. Ну, работает. И теперь вам не надо таскать с собой золото, таскайте с собой эту бумажку. Все такие, какая отличная бумажка. Бумажка, которая прям раз на раз меняется. А что, если ее кто-то подделает? Не волнуйтесь, у нас там мужики с пушками валят всех, кто подделывает. Я могу доверять этой бумажке. Америка понакупила целую тучу ценностей по всей Европе на доллары. В итоге европейцы приезжают с целыми тележками долларов в Америку и говорят, вот вам ваша бумага, давайте нам наше золото. А они говорят такие, ребята, извините, у нас нету столько золота. Как нету столько золота? Мы же вот тут недавно приходили, меняли, все 1 к 1 работало. Ну 1 к 1 работало, а вот тут типа миллиард на миллиард не получается.
Ну как не получается? Ну вы знаете, мы выпустили чуть-чуть больше бумажек, чем у нас золота. И происходит крах доллара, Великая депрессия. После этого весь мир понимает то, что золотой стандарт имеет одну очень важную проблему. Невозможно узнать, у кого сколько золота под контролем и кто сколько выпустил бумажек под это золото. Кроме всего прочего, рост технологий привел к тому, что золото стали использовать не только как мерило ценности, но также и для производства высоких технологий. И таким образом мир начал переходить с Proof of Work на Proof of Stake. Уже не обязательно было подтверждать работой создание золота. Теперь нужно было владеть частью какой-либо. Теперь надо было владеть частью каких-то акций или частью какой-то компании, и тогда эта компания приносила прибыль, и вы получали прибыль с компании пропорционально вашей доли в компании. Государства перестали обеспечивать свои деньги золотом, они стали обеспечивать свои деньги верой. Государство говорит, на синюю бумажку с циферкой 20 можно купить в 2 раза больше хлеба, чем на красную бумажку с циферкой 10. Кто-нибудь с этим не согласен? Ну, кто-то поднимает руку, говорит, ну, вообще-то я не согласен. Так, посадите его в тюрьму. Еще кто-нибудь не согласен, что на синюю бумажку с циферкой 20 можно купить в 2 раза больше хлеба, чем на красную с циферкой 10? Все согласны. Отлично. Принимаем бумажки именно так. Но появляется новая проблема. Непонятно, как узнать на глобальном уровне экономики, какое государство сколько денег понавыпускало. Государство начинает выпускать токены. Российский рубль – это не что иное, как токен на нефть. Россия говорит, у меня есть 1 миллиард нефти, и я выпустила на это 1 миллиард рублей. Для того, чтобы купить нашу нефть, вы не можете просто так прийти и заплатить долларом. Вы сначала должны купить наш рубль, а потом благодаря нашему рублю получить нефть. Таким образом, каждый, кто хочет купить нефть, сначала вынужден купить рубль, а потом уже на этот рубль покупать нефть. При покупке рубля цена рубля растет. Если же никому нефть не нужна, то от рубля избавляются и цена рубля падает. Рубль – это токен на нефть. Кроме этого, каждое государство говорит, на нашей территории можно совершать экономическое взаимодействие только теми токенами, которые выпустили мы. Если вы будете принимать или расплачиваться другими токенами, мы вас в тюрьму посадим. Но появляется проблема более высокого уровня. Как мне вообще узнать, у какого государства сколько ценностей, и как мне точно узнать, сколько какое государство понавыпускало токенов на свои ценности? Действительно ли они эквивалентны? Создаются новые регуляторные органы, новые экономические единения, которые говорят, ну, мы разрешим вашей компании приехать и посчитать нашу нефть, и потом удостовериться, что у нас ее действительно столько, сколько мы выпустили токенов. Эти регуляторные органы и комиссии начинают обладать гигантской властью, потому что они всегда могут написать, да, количество нефти соответствует заявленному. Или могут написать, нет, количество нефти не соответствует заявленному. А как они напишут, зависит от того, сколько им заплатят. В итоге до появления криптовалют вся экономика была завязана на централизованных структурах, которые либо проводили аудит, либо совершали какой-то контроль, либо занимались выпуском каких-то мифических токенов. На уровне глобальной экономики все это прекрасно осознавали, поэтому глобальная экономика индустриального мира переживала кризис раз за разом. Но в один из моментов появился биткоин. При создании биткоина используется тот же самый Proof of Work. То есть доказательство работой. Нельзя просто так взять и создать биткоин. Вы должны произвести работу. То есть, чтобы получить биткоин, у вас есть всего 2 пути. Первое – это взять, собрать компьютер с видеокартой, подключить его к интернету, подключить его к электричеству и хранить весь великий блокчейн точно так же, как делают все другие ноды. И за это вы получаете вознаграждение. Вторая же возможность – это пойти, поработать и получить биткоин за произведенный труд. Биткоин нельзя подделать, нельзя создать биткоин из чего-то другого. Биткоин не портится, биткоин обладает всеми теми же свойствами, которыми обладает золото. Более того, количество биткоина будет ограничено всего 21 миллионом монет. Биткоин обладает дефляционной моделью. В
В то время как государство выпускает все больше и больше своих денег, в результате чего цена на них все падает и падает, и это нам известно как инфляция. Биткоин говорит, что мы будем выпускать с каждым разом все меньше и меньше монет, в результате чего цена на него будет только расти. Таким образом, биткоин стал цифровым золотом. Если раньше выпуском денег занимались банки или государства, какие-то централизованные структуры, и никто их теперь не мог контролировать, то в биткоине эмиссией монет занимаются майнеры, те, кто содержит ноду. И в отличие от банков и государств, каждый может видеть, сколько биткоинов было произведено, где они находятся и в каком количестве они участвуют в экономическом взаимодействии. Эта открытая система экономического взаимодействия кардинальным образом отличается от закрытой централизованной фиатной экономики и поэтому становится наиболее эффективной. Появляется новый алгоритм консенсуса Proof of Stake – доказательство долей. Получается, что у владельца монетки может быть два пути. Первое, он может пойти ее и продать. Если владелец монеты продает свою монету, значит он не так уж сильно заинтересован в своем проекте. Грубо говоря, Proof of Stake – это то же самое, что владеть акциями компании. То есть вы можете владеть акциями компании и торговать ими, а можете владеть акциями компании и принимать решения в этой компании благодаря своему голосу. Тот, кто не торгует своими акциями и не продает их на пиковых моментах, тот будет получать часть прибыли, которую принесет компания. Блокчейны с алгоритмом консенсуса Proof of Stake выпускают свои монеты и говорят: раньше вы были майнером, и вам нужно было содержать видеокарту и тратить гигантское количество электричества на сложные вычисления. Зачем вам это надо? Просто оставьте у себя часть монет, не торгуйте их, заморозьте, и тогда новая эмиссия монет будет пропорционально распределена между теми, кто не торгует своими монетками, а кто их держит. Потому что те, кто не торгует своими монетками, заинтересованы в нашем проекте, в отличие от тех спекулянтов. Если в блокчейнах с алгоритмом Proof of Work у нас были майнеры, то в блокчейнах с алгоритмом Proof of Stake у нас валидаторы. Они валидируют сеть. Но на самом деле это те же самые майнеры. Они точно так же содержат компьютер, жесткий диск. Просто вместо сложных вычислений они придерживают часть монет, благодаря которым получают новую эмиссию. Более того, теперь вам не обязательно быть валидатором, чтобы получать часть новой эмиссии монет. Вы можете быть делегатом. Делегат – это тот, кому впадлу содержать инфраструктуру. Он не хочет морочиться, содержать компьютер, подключенный к сети с электричеством. Он просто хочет получать процентик с той доли, которой он обладает. Поэтому он делегирует ее валидатору. Валидатор вкладывает его долю в свой стек, получает новую эмиссию и выдает своему делегату кусочек этой эмиссии, себе оставляет небольшую комиссию за валидирование. Более того, и валидаторы, и делегаты обладают правом голоса, потому что в каждом блокчейне на алгоритме Proof of Stake регулярно происходит голосование. И вы можете проголосовать за или против прямо пропорционально вашему количеству стека. Сейчас делегирование монет принято называть стейкингом, и появились стейкеры. Те, кто получает прибыль не от того, что торгуют монетами, а те, кто получает прибыль от того, что сдали свои монеты в стейк. То есть у них теперь есть часть, и они благодаря этой части получают процент с эмиссии новых монет. То есть, если раньше вы бы хотели стать акционером какой-то компании, то вам нужно было пройти целую тучу этапов на получение этих акций. Теперь же вам достаточно взять и приобрести себе монеты из какого-то блокчейна, и вы, грубо говоря, становитесь акционером этого блокчейна. Мы считаем, что наиболее ценный блокчейн тот, где монеты проекта распределены по максимально большому количеству участников. И чем больше участников владеет маленькими долями, тем ценнее блокчейн. Как результат, мне выгоднее владеть 3% монет, которые стоят очень много, чем 90% монет, которые почти ничего не стоят. Теперь я прихожу к вам и говорю: вы принимаете монгольские тугрики? Вы говорите: что? Ну, давай мне хлеб, а я тебе монгольские тугрики. Я не понимаю ваш коммуникационный протокол. Извините, монгольские тугрики у меня не установлены. А марка, вот эту марку вы принимаете?
Вы знаете, протокол марки установлен у филателистов. Идите к филателистам, они понимают ценность марки. Так, какие протоколы у вас установлены? Ну, у меня установлен протокол золото, протокол доллар, протокол евро, протокол биткоин. Я принимаю биткоин. Можете расплатиться со мной биткоином. Вы можете совершать экономическое взаимодействие благодаря каким-то ценностям только с теми, у кого установлен протокол этих ценностей. И на самом деле экономические протоколы могут быть абсолютно любыми. Например, в тюрьме люди используют экономический протокол сигареты. Именно благодаря сигаретам они совершают экономическое взаимодействие между друг другом. То есть необходимо, чтобы носитель экономического взаимодействия был легко разделим на много маленьких частей, чтобы я мог получить 10-ю часть, 20-ю часть, 30-ю часть. Если мы знаем, что евро и доллар состоит из 100 центов, то биткоин состоит из 100 миллионов сатоши. То есть, грубо говоря, я могу вам предложить одну 100-миллионную от биткоина. Это будет 1 сатоши. Мы живем в мире коммуникационных протоколов, и деньги – это протокол экономического взаимодействия между людьми. Глупо считать, что эти протоколы никогда не будут меняться. Мы будем устанавливать себе новые протоколы, будут появляться новые формы экономического взаимодействия. Мир не остановится на криптоэкономике. Но криптоэкономика – это важный шаг от индустриальной парадигмы к цифровой парадигме. Конечно, наши протоколы экономического взаимодействия окружены целой инфраструктурой вокруг. Например, так или иначе, деньги требуют кошельков. Но об этом в наших следующих выпусках. С вами был Владимир Понимающий. Ждите наших новых выпусков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Sexy BTC. А я пошел поднимать валидатора. И как обычно, специальный бонус для тех, кто досмотрел наше видео до конца. Найдите в Telegram русскоязычное сообщество Космостейшн и напишите туда о том, что вы досмотрели видео до конца и хотите узнать, как стать делегатом. Подробности в описании.